Сидите, страдаете. Понерфили билд. Ничего, ребят, для вас есть метелка и прямой путь в дворники. Ну кому-то же нужно подметать карты после других игроков. О чем вообще речь? О билде для PoE 2, конечно. И не простом, а даже отличном. Издалека можно было бы подумать, что он из первой части сбежал. Настолько он хорошо способен уничтожать монстров. Начиналось все как? Увидев уникальную двуручную палку, которая дает урон за силу, я подумал для себя: ого, круто, наберем силы, получим много базового урона и здоровья, останется только увеличение урона набрать. Но уже во время левелинга я для себя обнаружил, что увеличение урона в дереве почти ни черта не дают. И только тут я осознал, что палка-то не базовый урон за силу дает, а увеличение урона от оружия. То есть работает просто как обычное увеличение урона в дереве. В оправдании игре та же самая палка, Pillar of the Caged God она называется, и в первой части существовала. И работала там по такому же принципу, как и во второй части. Чего я не помнил, впрочем. Но в первой части была проблема. Если ты берешь оружие, которое тебе не дает базовый урон, а в этой палке его практически нет, тебе его нужно искать в других местах, а это довольно трудно. А вот во второй части есть один интересный предмет, перчатки Хова называются. Hand of Wisdom and Action. Хова — это аббревиатура. Которые дают базовый урон молнии в зависимости от количества интеллекта на персонаже. Так а палка еще и скорость атаки за ловкость дает. Решено. Вместо билда, который набирает только силу, делаем билд, который набирает вообще все атрибуты. Отмечу, что без перчаток Хова собрать билд будет очень сложно, по причине недостатка базового урона без них. А на данный момент их цена в районе 115 экзальтов. Сколько? 36. Да ты шо? Что может измениться в большую или меньшую сторону ко времени публикации видео. Примерно так мы и пришли к билду, о котором будет это видео. В своем ядре это персонаж, базирующийся на наборе как можно большего количества всех атрибутов, за счет чего уже получающий множество бонусов, среди которых урон, выживаемость, внушительная зона поражения умений. Отдельно хочется отметить последнюю особенность. Дело в том, что за счет палки персонаж получает 2% увеличения зоны области для атак за каждые 5 единиц интеллекта. На момент записи видео у персонажа больше 500 интеллекта, что позволяет получить невероятные 200% увеличения области действия. Помимо этого, у персонажа отличный урон, позволяющий уничтожать даже сложнейших боссов, а также пускай и не сильнейшая, но все-таки выживаемость. За счет внушительного объема здоровья, маны, в которую идет часть урона, а также наличие уворота, пускай и не впечатляющего. Итак, по порядку. На каком классе вообще это играть-то? Вариантов вижу несколько. Оба наемника, Вичхантер и Гем-мужик, Штормвивер, Инвокер, ну и, пожалуй, Инферналистка. Впрочем, самый сомнительный вариант. Отдельно отмечу, что менять восхождение в PoE 2 нельзя, поэтому стоит выбирать с умом. В моем случае выбор пал на Гем-мужика. На самом деле он называется Гемлинг-легионер, но слишком уж длинное название. По причине специализации на атрибутах. В его восхождении есть удвоение эффективности встроенных бонусов от атрибутов, чем являются здоровье от силы, мана от интеллекта и точность от ловкости, а также процентное увеличение всех этих атрибутов. Помимо этого, у него есть увеличение качества всех используемых умений, что позволяет добиться еще большей зоны поражения на нашей метле. Как вообще прокачивать данного персонажа? Да все очень просто. Благодаря тому, что наша палка может использоваться персонажем уже с первого уровня, качаться можно с ней же. Так что покупаем ее на рынке за бесценок, делаем в ней 2 дырки. Если финансы позволяют, можно взять на рынке сразу с 3 дырками, будет больше урона. Вставляем туда руны на базовый элементальный урон и полетели. Дальше, по мере прохождения актов, все, что требуется, это набирать в дереве атрибуты. Каждые 5 силы будут идентичны получению 10% увеличения урона, так еще и здоровье будут увеличивать. И стараться брать кольца и перчатки с базовым уроном к атакам. А уж если еще и атрибуты где-то затесутся, совсем отлично. Есть несколько отличных предметов, которые можно использовать при прокачке данного персонажа. Довольно дешевых к тому же. В качестве обуви вандерласты отличный выбор. Благо скорость передвижения это самое главное, что может предложить обувь. А в них целых 20% ее увеличения. Еще и довольно рано. Отличной шапкой первые 30 уровней будет Греймейк, который на первых порах дает огромное количество атрибутов, что соответственно увеличит урон и выживаемость. Проблема этой шапки в том, что она начинает давать все меньше атрибутов с каждым уровнем, поэтому и годится она на первые только 30 уровней. На пояс можно уже с первого уровня нацепить уникальный предмет Мегенорд, в котором есть внушительные 40-50 силы
дающие, как вы уже догадались, урон и выживаемость. С 16 уровня можно использовать нательную броню Ice Tomb, в которой присутствуют опять же атрибуты, которые дают, ну вы сами уже знаете что. Ключевой предмет перчаток, уже упомянутый Хова, доступен на персонаже с 52 уровня. Но как только появляется возможность его использовать, скачок урона происходит в несколько раз, так что лучше подготовить его заранее. Последним упомяну амулет Surefooted, который дает дальность кувырка персонажа. Говорят, он очень хорош на прокачке, но сам я его не протестировал, так что можете попробовать. Чуть не забыл, в третьем акте лучше всего брать бонус на регенерацию маны с квеста на Скалянке. А вот в шестом акте что больше нравится. Сопротивляемость хаосу облегчит подбор предметов, тогда как атрибуты улучшат урон и выживаемость. Так что на собственный вкус. Лично я взял атрибуты. В первом акте и половине второго акта, к сожалению, на палках достойных умений нет. Поэтому приходится использовать Glacial Каскад и, как ни странно, базовую атаку. Упомяну, что каскад наносит максимальный урон на расстояние от персонажа, так что особого смысла бить им вплотную нет. С появлением третьего уровня камня стоит обзавестись колоколом, ибо он существенно увеличит урон в одиночную цель. Чтобы иметь возможность его поставить, необходимо набить комбо из 4 ударов, что можно сделать либо автоатакой, либо умениями, похожими на автоатаку. На пятом уровне камней появляется неплохой Tempest Flurry, который используется для ударов в одиночную цель. А вот на седьмом уровне камня, где-то 22 уровень персонажа, у нас наконец-то появляется метла Storm Wave. Именно это умение и является основным на персонаже и используется 90% игрового времени. Все это время в умениях стоит использовать камни поддержки. Для Tempest Flurry это Crescendo, который даст дополнительный финальный удар, и Martial Tempo, который увеличивает скорость атаки. Для колокола Конг увеличенный урон, но уменьшенная зона, и Close Combat, дополнительный урон вблизи. А для Stormwave Longshot, увеличенный урон вдали, и Primal Armament, дополнительный элементальный урон. А оставшиеся акты знай себе маши метлой, доставь колоколом и бей темпестом боссов. Spirit же, ресурс, который используется для резервации бафов, стоит потратить на Herald of Thunder, который улучшит зачистку, и Windancer, обеспечивающий повышенную защиту персонажа. Пассивное дерево на персонаже довольно своеобразное, идущее от внешнего края наемника, где можно найти все атрибуты сразу, вправо и вверх аж до самой волшебницы, по пути цепляющие различные полезные вещи вроде крита, но не во время прокачки, а уже после. На прокачке атрибуты нам нужны. Восхождение персонажа, как уже упоминалось, это гейм-мужик, где в первую очередь берется эффективность бонусов атрибутов, а уже потом качество камней. После прохождения актов из персонажа уже можно долепить боеспособную единицу. Для этого ему необходима палка, в идеале карабченная на 12% урона за 5 силы, но можно и 3 гнезда. Перчатки Хова и желательно шапка Black Sun Crest для дополнительных атрибутов. Все остальное поначалу обычные редкие предметы, с помощью которых необходимо довести сопротивляемость обычным элементам до 75%, а также набрать как можно больше атрибутов. Интеллект в приоритете. Отдельно отмечу джевелы для персонажа. Дело в том, что интеллект дает персонажу очень много маны, применений которой нет до тех пор, пока часть урона и здоровья не перенаправить в нее же. Для чего берутся специальные очки в дереве, а также в гнезда в пассивном дереве вставляются джевелы с таким же функционалом. Часть урона берется сначала из маны перед здоровьем. С умениями и камнями поддержки все довольно сложно. Да что уж там, сколько я камней поддержки не крутил, всегда было ощущение недостатка урона. Пока в один момент друзья в чате не подсказали сочетание и, о чудо, после этого урон увеличился в несколько раз. Вот так и делай билды. Чтобы не перегружать видео, все умения и камни поддержки для них будут указаны на специализированном сайте, и лучше двинемся дальше. В геймплейном плане про обычных монстров и сказать-то нечего. Знаем идти в их сторону метлой. А вот с боссами есть нюанс. Дело в том, что для боссов существует определенная ротация, читай последовательность умений, для максимального урона по ним же. Для этого необходимо наложить шок на босса, метлой или темпестом, это не важно. После этого использовать Siphoning Strike, который снимет шок и даст заряд энергии персонажу. Этот заряд позволит использовать умение Charged Staff и зарядить палку на дополнительные удары. И вот после всего этого начинается долбежка босса, прожим колокола, долбежка босса и колокола, повтори до смерти босса. Потенциал для роста у персонажа невероятный, но и дешевым это удовольствие тоже не будет. Палка, например, остается той же, но в идеале в ней нужен караб на 12% урона за 5 силы, как уже упоминалось, что на дистанции дает солидный прирост конечного ДПС. Руны, естественно, тоже меняются.
ибо базовый урон дают перчатки, поэтому в оружие вставляются ядра душ на пенетрацию элементальных резистов. Ядра душ — это аналог рун для экипировки, только более мощные и падающие в ультиматуме. Перчатки тоже не меняются. Разве что существуют карапты на либо эффективность урона за интеллект, либо дополнительное гнездо под руны. Шапку Black Sun Crest перебить тяжело, поэтому, опять же, проще взять ее же, но с караптом либо на 2 гнезда, либо на эффективность увеличения атрибутов. А вот с нательной броней поинтереснее. Первоначально обычно редко подойдет, да, но в игре существует броня, которая дает бонусы в зависимости от количества вставленных в нее рун или ядер. Причем идет она сразу с 4 гнездами. Существует вариация этой брони, которая дает процентное увеличение атрибутов и увеличение элементальных сопротивлений от вставленных рун или ядер, которую к тому же еще и можно закараптить на дополнительное гнездо. В конечном итоге такая нательная броня даст 50% элементальных сопротивлений, 25% всех атрибутов, так еще и бонусом 5 ядер вместо обычных 2 в броне. Для ультимативного амулета альтернатив нет, и это точно должен быть Астроментис, ибо он дает именно то, что нужно персонажу – огромное количество всех атрибутов. С оставшимися предметами – ботинки, кольца и пояс – полегче, ибо все, что от них требуется, это дозакрыть элементальное сопротивление, а также дать как можно больше атрибутов и рарити, если хочется получать более качественный лут. Отдельно можно отметить пояс Ingenuity, который увеличивает эффективность используемых колец вплоть до 160% в сумме, что гораздо привлекательнее, нежели обычный пояс, в котором нет ничего толком. Ну или можно взять Headhunter. Вот такой получается дворник. Между прочим, персональные разработки, даже американцы уже воруют. Очень хочется, чтобы ГГГ не смотрели в его сторону и не думали о нерфах. Дайте уже поиграть в конце концов. Ну а я пока с вами прощаюсь. Всех благ.